Московского решила полностью снегом засыпать за ночь. И продолжает засыпать. Доброе утро. Вы смотрите, что тут делается. Это за ночь завалило. 14 декабря. Я что, решила Москву под снегом засыпать? На глушняк? Ман весь в снегу. Я шторку отодвинул. Думаю, не, мне, наверное, снится. Задвинул обратно, думаю, дай посплю еще. Нифига не снится. Охренеть. Ну тут-то я-то, может быть, и выйду. Ну а дальше, я чувствую, сегодня у нас будет не езда. Ну под скаду-то, по идее, должен проехать. А вот что будет дальше, хрен его маму знает. Ну видите, что творится. Время 7 утра. Да, круто. Сколько тут навалило? Ну, блин, сантиметров 10, наверное, за ночь. Может, не 10, может, 7. Ну, дофига. Круто. Круто. Базара нет. Юшково, Московская область. Ладно. Пошли чай пить, лекарства. Подождем одного хорошего человека, подъедет сегодня с утреца. Порешаем свои вопросы. Ну и будем пробовать ехать, а там как пойдет. Пошел, родимый! Сейчас главное вот здесь, чтобы он пошел. А, тут уже накатали. Все-таки не зря с палетами я занимался доп. Работами, чтоб перегрузил. Пока идет, что танк. Посмотрим, что сейчас тут дальше будет. Ну, вроде скат я смотрел, вроде скат нормальный. Веселенькая нас сегодня ждет дорожка. Уже какая есть. Да, в канале.
что-то ведь. Я говорю, ты все, пошел. Да, пошел ведь. Рад был видеть. Что тут, смотрите. Все на выезд. Тут все на разворот стоят. Дядя Витя приезжал на УАЗике. Сейчас расскажу, чем мы тут занимались, когда выйдем отсюда. Ну как чем занимались? Кофе пили, разговоры разговаривали, о делах наших грешных калякали. Ну и отлично. Что танк идет. Вон, видите, коллега уже подняться не может, тронуться, он шлифует. Куда идет? Я говорю, как танк идет. Танк и есть. Какая красота-то на дороге-то, а? За мной там этот снежный метель. Буран. Да, ехать мы сегодня будем очень-очень не быстро. Как есть, как есть. Как будем ехать, так и будем. Рабочий момент. Сейчас главное на скат там выбраться, там-то должны побежать. И вроде смотрел, вроде как зеленый. Давай, Брески, заруливай. Селятинский подъем. Вот сейчас здесь шлифуют. В правом ряду там стоят. Мы уже час, вот я еще до Селятина не доехал. Час уже вот здесь еду. Там вроде как автовоз стоит. Пустой, подняться не может однозначно. Левый ряд вроде как ничего, едет потихоньку. Там не только, там и автовоз в правом. Потом там кто-то в левом. Народ шлифует. Да. О, китайских манов сколько. Нифига себе. Одни ситраки. Давай, заходи, дорогой, ты бурение скважин на воду. Левый ряд наверху, где фура стала. Они справа объезжают. А тут, понятно, за ним тоже поприлипали и тронуться народ не может. Кто-то цепочки уже одевает.
усталый, видите. КДМок ждет. Мы тоже немножко подшлифовываем. Но идет, идет. Тоже стал фонари чистить. Красавчик. А тут не чищено, видите, совсем. Моя буксует, но идет. Все-таки да. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но не зря. Развесовочку такую сделал. Сейчас, говорят, еще вот здесь стоим мы тоже. На Киевском, на Киевке на подъеме тоже вроде машины, говорят, стоят. Ну тут посвободнее. Ну сейчас поедем. Дальше вроде как МКАД зеленый. Поговорил с начальством, говорю, а можно я там в сторону Владимира по новой платочке уйду? Сказали, да. Говорю, а тут там разница в 2 часа. Если по М7 или по новой платке. Сказали, есть. Ну, и на том спасибо. Здесь надо во второй нам перестроиться. Вот. Подъезжал дядя Витя. Он же его высокопреосвященство. Он же серый кардинал. Отправили. Короче, коптер у нас сейчас будет в разработке. Будем ждать его. Будет заказывать мне птичку. Правда, тут что-то я почитал с этими птичками. Сейчас очень много вопросов. Но решать уже будем их по мере их поступления, этих вопросов. Так что по возвращению с этого рейса птичка должна быть. После птички закажем камеру. На все сразу, извините, денег нет. Главное мне там скат не пролететь. Случайно на 107-ю не уйти, потому что там я представляю, что там делается. Там катастрофа. Мамой клянусь. Все красное. Нет, все не красное. Все кругом такое бордовое, что просто до заглядения. Веселое начало рейса, да, оно у меня с этого уже, с понедельника началось. То там, то там. И это только начало. Маленькую, он там менжуется уже сзади, бедный, на УАЗике. Так ему быстрее надо ехать. Не, ман ничего, идет уверенно. Свет включить. Видимость так себе.
Поедем со Светом. Ну, погнали смотреть, как там скат, что там дальше будет. Будем сегодня новую дорогу рассматривать. Новый участок, как она там? МММ 12, что ли? Ну, скат видно, что чистили. За бортом -4. Он особо таять не хочет. Снежочек. Потихоньку, не спеша. Сколько проедем, столько проедем. И таять не хочет, и сыпется он. Так что все, веселье продолжается. На той стороне авария. Мигалок что-то очень много. Да. Ну, скажем так. Ух ты, нифига себе. Это этот Тонар. И все стоит. Ну, я вам скажу, не знаю, конечно, как тут должно было быть, но за те бабки, которые мы платим за этот скат, как по мне, мое мнение, его должны лизать здесь день и ночь круглосуточно. Вроде бы как он чищенный, но сыпанный, не сыпанный, я не пойму. Местами тут такой накат хороший есть. Особенно на подъемчиках. Вот, например. Одно хорошо. Свободный. Едешь, практически никого нет. Идут машины побольше, чем в обычное время. Потому что сейчас 107-я, я сейчас ехал там, где ее видно, там она не едет. Она вся бордовая. Здесь, кстати, еще как-то. Ну, то есть не то, что как-то. Здесь едешь. Скользко, но ты едешь. Через 400 метров поверните направо. Машка что-то тут ругается. Поверните направо. Не знает она здесь дороги. Или просто такое количество снега, что они просто не справляются. Тут ощущение, что оно почищено, но не посыпано, что они не сыпали. Мне так кажется. Могу ошибаться. Поверните налево. Как это один хороший человек написал. Просьбу ГИБДД, да, не выезжать на дороге в связи с тяжелыми погодными условиями, исправно исполнили коммунальщики. Выполнили. На следующем повороте поверните направо. Или продолжите. Вот здесь сыпано, вот видно, здесь сыпано 100%. Вот этот кусочек уже. Ладно, хорош брюзжать, нормальная дорога. Сейчас Димка впереди идет, там где-то за челнами, говорит: солнце светит, сухо. Говорит, лучше, чем в Хургаде, говорит, погода в плане солнца. Я говорю, я в Хургаде. В левую полосу вышел, так дави, ебано.
Я в Кургаде не был, говорю, не знаю. Говорит, я был, поверь на слово. Просто с правильной развесовкой ты себя более уверенно чувствуешь. Едешь и чувствуешь, что она идет. Хотел сказать, что на СКАДе, видите, машин нету. Это фига и здесь. Пробираемся дальше. После пятерки вообще живой лед. Просто лед на нашей стороне. Становись на коньки и катись. Газку даешь, даже у меня начинает филейная часть ламбаду танцевать. Местами скат после Егорьевки, ой, после М5 до Егорьевки можно было смело закрывать и чемпионат Московской области по конькобежному спорту проводить. Готовый каток, ничего делать не надо. Не заливать ничего, просто линию нарисовал, старт, финиш и вперед погнали. Такой километров с 20, наверное, участок был такой. Забег на дальнюю дистанцию. Шикарнейший был бы. Готовый каток, никаких усилий. МБК А108. В общем, меня ведет сейчас сюда. Это мы будем уходить каким-то образом. Мы сейчас должны попадем здесь на этот самый, на новую дорогу на до Владимира. Не знаю, правда, каким. Самое интересное, с сегодняшнего дня открыли еще новый участок. Я так понял, полностью до Владимира открыто. Вот я вам скажу, что был бы я пустой, я бы здесь не поднялся бы. Даже моя шлифует. Видите, СРК срабатывает на подъемчик. Был бы пустой, не залез бы. Процентов не поднялся. Сейчас посмотрим. Димка говорит, кореш его вчера ехал. Вчера, как только открыли, ехал тоже вот этот новый участок. Не чищено нифига, вот, смотрите. Но новая платная дорога. Дорожники, вы тут были? Да, зачем? Все равно, говорит, никто не ездит. Че сюда ехать? Отсюда показывает 2 часа до Владимира. Не могу с уверенностью сказать, полностью открыта вся или не полностью. Поехали. Вроде как здесь участок, но этот уже давно. Поехали. И потом еще от Петушков тоже участок. Сейчас проедем, посмотрим. Пацаны покурили, постояли и поехали. Смотрите. Эй.
без лопаты вообще никто не видел. Дорога... Это у нас что и называется? Это еще ЦКАД до сих пор, да? Или это уже новое? Не пойму. Вот тест ЦКАДа съехал. Вот он. Ну лады, покатили, смотреть, что тут у нас. Дальше закрыто. Угу. Понял, сейчас мы на 108-ю попадаем. Потому что это просто... Это вообще АН9 какая-то. 108-ю с 107-й соединяет. Сейчас тут таким хитрым путем получается. Что получается? Сейчас посмотрим, что получается. Мне даже интересно, где мы выскочим. Потихонечку. Нежнее. Нежнее. Так она, вон, видите, дальше пойдет. Когда уже полностью откроют, будет вообще красиво. Она вся такая, вот как, в общем, колея пробита, и все. Нормально. Что самое интересное, расход, смотрю, у меня расход уже 28. У меня расход почему-то падает. Я не понимаю только почему, но он падает. Тише едешь, экономнее будет, получается. Так что ли? Мы сейчас выходим. Все, я понял. Мы сейчас, да, на 108. Это вот широкая, это обход Орехово-Зуево. Ага. Я понял. Здесь тоже широкая. Вот, так лучше ж, конечно, так ездить. Еще было бы хорошо, если бы мы все такие вещи, как Покров, вот это вот все бы объехали. Была песня. И мы выедем на М7. Ну в районе 108, да. Ну там пойдем уже по семерке. До Петушков. Не доезжая Петушков, мы выйдем. Мы опять уйдем на платку. Мы объехали Ногинск. Ногинск объехали. А это тоже немаловажно.
платежки видел, на одной не сработало, на второй сработало. Ну, одно уже, Ногинск обошли, вот это вот все там. Там что ж какие-то ремонты, может, уже закончились, но были, там трафик. Сейчас увидите, какой там трафик. Сейчас он выйдем на М7, и все будет понятно. Короче, идешь с семерки на 108 сюда обход Орехово-Зуево, потом на МН9 какая-то она. Через 400 И на скат. метров плавно поверните направо. Не понял, а где машины на семерке? Семерки вообще никого нету. Идут, как это нет? Как семерка себя чувствует? Она-то уже должна быть разбита. Плавно поверните направо. Да. Подразбита. Погнали, посмотрим, где мы там в районе Петушков будем уходить. Малая Дубна, Покров, Покров наш. Ну все зеленое. Значит, в Покрове уже все, ремонт закончился. Если Покров зеленый. Киржач на Москву все стоит. Сказали, что была авария, вроде ее убрали. Потихоньку, значит, сейчас рассасываться будет. Ребята, шашлычки в начале деревни Кижач. Справа на площадке в сторону Владимира. Свежие шашлыки, сочная шаурма, сигареты, все напитки, не замерзайка. Уже видно все. Это уже окончание было пробки. Да, дорожка шепчет, шепчет. Там, получается, по-новому мы поедем. Мы объезжаем, говорю, Лакинск, Петушки, вот это вот все. Добро. Посмотрим. Там откуда в море было, там фуры стояли, там вроде растащили на обочину, поставили их. Сейчас вот здесь у вас там комарко
сейчас будем уходить через 1,5 километра. Мне вот даже интересно, а мы там выскочим потом. Я вот специально не забивал. Уже за Клязьмой, может быть, мы уже и в начале Владимирской объездной Бутылочное горло обойдем. Было бы очень даже неплохо. 56 километров у меня показывает отсюда. Это вот до ухода на Владимирскую объездную. Это мы сейчас 56 километров будем еще по автобану идти. Вот Казань, платная дорога. Сколько этот участок? 687 рублей, что ли, этот участок. Да, он машинки уходят, не одни мы такие. Правильно. Чем тут вот эти все собирать, вот эти тут вышел и кати. Особенно сейчас по такой погоде. Там летом еще, ладно, посмотрел, зелененькое все, проехал. Там эти светофоры, это все это. В этом плане, конечно, фирма молодец. Ничего не объезжаем. Единственное, что объезжали вот этот по М10. Нет, М11. Короче, по-новому, это по Ленинградке, вот от Москвы и до этого там. До Твери. Ну там просто прям нереальный ценник за этот участок дороги. До Солнечногорска, там, до Клина, там просто, ну... Я понимаю, что для Moscow регион это не деньги. Ну, ценник там просто нереальный. Там за этот участок платишь больше, чем за всю остальную до Питера дорогу. И шо? Алло, коммунальщики, платку почистить, алло. А типа тут никто не ездит. М12, Восток, маршрут Россия. Вот так и едем. Но здесь еще получше. А так была вот такая белая целина. Вот М7 пересекаем. Бутылочное горло точно объезжаем. Но всю Владимирскую объездную не объедем. Где-то мы на ней выскочим. Гусь Хрустальный, вроде как, да, Тимка говорил это. Гусь Хрустальный. Дорога на Гусь Хрустальный, и по ней мы вернемся уже на Владимирскую объездную и уже по ней поедем. Вот народ оттуда возвращается. Не, ну тут лихо, конечно. Я думаю, что... Ну не думаю. Определенно часа 3 я сэкономил. Это как минимум. И топлива, и времени, и нервов. На всем участке вот от Петушков сюда одна только стоянка была. Вот это надо учитывать. И то она там еще все строится. Там строители на ней тусили. Так встать больше негде. Может, здесь еще какая-то будет. Последний раз я ехал, здесь еще все строилось. Наблюдал за этим. Я
смотрел Владимирскую объездную, вот здесь начало, там тоже все красное. Здесь сразу свободно, а там дальше все красное. А мы тут как по целине режем. Про что и говорил. Вон, видите, все стоят. А мы едем. Я думаю, мы еще настоимся. Походу, я с этой тучей вместе так ехать и буду. Смотрите, все наглухо стоит. Просто без движения. По такой погоде за 4 часа 10 минут от Юшкова сюда доехать до Владимирской объездной, оно стоит того. Заплатите эти денежки. Видите, что делается? Просто наглухо все. И конца и края пробки не видно. Терпение, парни, терпение. Ну ничего, если я с этой тучей еду, значит, ну, все впереди. Постоим еще. Все, лафа закончилась. Гусь хрустальный направо с Владимиром, а мы прямо. Сейчас выедем на объездную, надо где-то остановиться на обед. Но все равно лихо. Вроде по прогнозу в Нижнем солнце. Вроде бы как. Дальше пока не достроили. А так, конечно, представьте, по такой дороге ехать. Насколько быстрее все это дело будет. Только что с парковками проблема. Вот на этом участке стоянок нет. Я думал, если будет какая-то, может, достроенная там или недостроенная, ну, смогу съехать. Не, нифига нету. Ночевать просто, если когда уже это все сделают, будешь ехать, раз там ночевать надо, где-то вот съехал так вот с нее, поехал на стоянку, переночевал, вернулся и поехал дальше. Опа. Что-то камера выключилась. Начало платного участка, туда-сюда. А нет, подождите, еще дальше. Что тут? Опять начало платного. Тут люди, смотрю, прямо тут стоят вот. Может и мне прямо здесь встать? А чё? Вот перед знаком стану. Да и все. Знаете, сейчас снега столько, стоянки, заправки, куда-то съезжать. Дело неблагодарное. А так я вот перед знаком встал. Good. Сделаем здесь паузу. 45 минут. Чайку попьем. Пойдем машину посмотрим. И дальше поедем. Ну вот так. Симпатично мы выглядим. На эту сторону как не хочу выходить. -то. Машины все едут. Симпатичный внешний вид, правда?
Номера не видно. Ну и ладно. Сзади тоже все в снегу. С этой стороны. Ой, кто-то мне звонит. Заказчик звонил, только что-то связь плохая здесь совсем в этом месте. Так, я понял, я сейчас посмотрел. Сейчас еще до платный участок уйду. Еще дальше поеду. Яндекс мне показывает, что туда можно ехать. В общем, вот так. Симпатичненько. Пойду баллон доставать. Лекарство заварим. Ну, тут-то нормальная дорога. Пробираемся потихонечку. Что, как думаете, поедет? А куда он денется? Все, обед закончен. Продолжаем движение. Нету тут никакого. Это Яндекс тут что-то предлагал. Тут можно направо сейчас вот уехать. И там какими-то козьими дорогами на Муром идти. И там какими-то деревнями. Никаких деревень, никакого Мурома. Возвращаемся сейчас. В сторону М7. Владимирскую объездную и вперед. Пошагали дальше. Ну, вроде проясняется. Снежок-то еще идет, но такой мелкий. По идее, с этой тучки мы должны скоро уехать. Уедем с этой, заедем в другую. Воды в природе. А мне сейчас заказчик позвонил, ну он меня отслеживает, я так понял. Говорит, а как вы ехали? Что? Вы что, на М7 не выезжали? Я говорю, не выезжал. Там чуть-чуть. Я говорю, я по новой, по М12. Ясно. А то я, говорит, уже что-то было испугался. Я говорю, не бойтесь, дорогу до Красноярска я знаю. Все, спасибо за информацию. Давайте, счастливой дороги. Испугался немножко. Вот бочечка. Видите, заходил в поворот и по прямой поехал. В общем, можно сказать, удачно. Да, зимушка, зима. Аварий очень много. Вчера было и сегодня. Ну, я как слышал, я-то только что видел там на ЦКАДе. Ну, слышал, что по рации и там, и там. Ну, вы сами что же видели? Дорожка скользкая. Так, Нижний Новгород, 227. Время 20 минут 4 сейчас.
коллега на скане. Видите, его аж развернуло. Это, может, уже достали просто. Делка. Это, наверное, его уже, может, развернуло на льду. Привет, по Москву. Большая пробка 08. Только хотел, думаю, сейчас подъеду, догоню вот коллегу впереди, скажу, что сзади нет ничего от слова совсем. А у него вон что написано. Стопов нет. Видите? Ничего у него нет. Проще ж написать. А как он зимовку сейчас ночью будет ехать, когда стопов нет, габаритов нет, ничего нет. Что за номера? Московские? Подмосковные? Надо было бы сделать. Топливо Ирка 45-50, любой объем. Превышайте допустимую скорость. Нужно я цаделка обгоню-то. Хорошо накатиком раскатилась. Раскатился. Скиталец. Белый скиталец. А что, мне нравится. Левее возьмем, чтобы человека не обсыпать какой. Я смотрю, народ впереди так мимо весов лихо валит. Что, не надо на весы заезжать или что? Или тут сейчас уже нет весов? Газпром любой объем 49-50 на Москву. Я так и не понял. Есть тут весы или нет? Транспортники есть с той стороны. Дзержинск. 6 часов. Владимирская была даже местами довольно-таки скользко. Нижегородская вроде как вся посыпанная. Ну, я говорю, вот с этой тучей мы так вместе дружной компанией и сунемся. Даже тут больше на дождь похоже. Приходилось пару раз уже включать, именно переводить на стекло, обогревать, потому что замерзать начинало. Минус 2. 800 метров двигаться прямо. И все, и такая наледь начинает образовываться. Ну так, сейчас опять я спросил у Яндекса. Яндекс мне ответил, что пока, в принципе, зеленый Через 300 метров трафик. движение прямо. Сейчас самый час пик, 6 часов вечера. Блин, темень уже с 4 часов, нифига не видно. Сейчас
Сейчас весь Нижний поедет Продолжайте с работы движение налево. по домам. И, возможно, там потом за Кстово будет трафик большой, а может и нет. Пока зелено. Вот вам и зелененькая. На спуске в долину смерти, Кстовская долина. Что там, мост опять внизу, вот его же делали вроде. Ну не стоим так, сползаем еле-еле. Ключевое слово еле-еле. На машин собралось, хотя нет, тут одни грузовики, маленьких-то практически и нету. Уже все разъехались, 8 час. Да нет, вроде поехали. Как пошли, так и пошли. Видно это. Просто когда поток большой машин шел, и колечко собрало, сейчас рассосется. Спустились. Щетки совсем мои уже льдом покрылись. Надо где-то встать, отпить, зеркала помыть, кости размять. Вроде все на месте, все целое. Сейчас ехал, коллегу обходил, у него брызговик на проводах висел, вот этот, где номер, все. Кричал ему, кричал в рацию, но он не отозвался. Так он, очень быстро он останется без брызговика, без номера. Фонарь, понятно. Уже здесь, после Кстова. Ой. Думаю, куда, где тут стать, где остановиться? Думаю, заеду на заправку тут. Под колонкой потопчусь. Сейчас зеркала помою, щетки оббил. Ну и все. И поедем еще, немножко проедем. Эско, какая-то заправка. Не знаю, куда заедем. Ну, поедем еще. Еще время 7 часов только. Граница. Welcome в Чувашию. Ну и дальше мы уже сегодня, наверное, не поедем. Без 20:10. Дальше где там ночевать? Я черт его знает. Там это М7, это дырявая эта стоянка, где паркуют непонятно как, непонятно кто, непонятно чем. Я ее терпеть не могу. Это уже за Чебоксарами. А больше я тут и не знаю, где тут еще можно нормально стать. Лучше завтра пораньше выйдем. Итак, день сегодня был такой. Немножко не скучный. Сколько туда Чебоксар? До Чебоксара километров 60 отсюда. Или 80. Где-то так примерно. Ну еще час. 11. Я говорю, а там стать-то вот со стоянками. Короче, ладно, я забил себе сюда, здесь так по отзывам. Как-то ночевал пару раз. В общем-то, был доволен сервисом. Да и потом мест не будет, а тут она такая большая.
должно быть почищено. В общем, оправдался сам перед собой, что дальше не еду, и все, хорош на сегодня. Вот здесь мы становимся. Таких, как я смотрю, очень много желающих. Еще тут места были, не, еще будут. Дорожная сеть, все дела. Ну, тут даже расставляют. Ну, тут, смотрите, тут снега вообще нет. Никак, он есть, но я имею в виду сугробов. Хотя, может, тут и не шел. Сказал, едь налево. Там тебе скажут, где стать. Налево, затем поверните направо. Куда? Добрый. Куда лучше? Вниз, наверх? С утра подняться как? Напряженно? Я груженый. Да, сюда, А мне все равно, в принципе. Подниматься сюда, раз, не. Давай сюда тогда. Давай, А РФ не работает, нет? А? РФ не работает? Ну да, там получается, там с горки. Да, с правой стороны. А лучше да сейчас поставить, чем завтра шлифовать. Не, правильно сделал, что сюда стал. Лучше сейчас помучиться, чем завтра с утра тут шлифовать в подъем. Вот видите, коллега рядом становится и тоже подбуксовывает. А так с утра она сама с горочки и покатится. Ну все, пойдем за баллоном, заварим опять лекарство и завтра часиков 7 стартанем.